Привет, я Миша. Сейчас скажу то, после чего ты можешь захотеть закрыть видео. Если у тебя нет денег, дело почти никогда не в том, сколько ты зарабатываешь. Я знаю, как это звучит. Знаю, что внутри уже поднялось раздражение. Легко говорить. Подожди, не уходи. Потому что я сейчас покажу тебе двух людей, и ты узнаешь в одном из них себя. Двое. Одна зарплата. До копейки одинаковая. Один и тот же город. Одна и та же аренда. Через 3 года у первого подушка на полгода жизни и спокойный сон. У второго долги, вечная до зарплаты и холодок в груди каждый раз, когда приходит уведомление из банка. Доход у них был одинаковый, все остальное разное. И это все остальное живет не в кошельке, оно живет в голове. Я разберу 6 привычек, которые отличают первого от второго. 6. И чем дальше, тем глубже мы спускаемся. Последняя, шестая по счету, но первая по силе, ударит так, что ты, скорее всего, узнаешь в ней не привычку, а целый способ, которым ты проживал жизнь. И ее я приберег на финал. А пока поймай вот это телом. Представь вечер пятницы. Ты только что получил зарплату. Экран телефона светится в полутемной комнате, синеватой, холодной. Цифра пришла. И в груди короткая теплая вспышка, почти как глоток горячего чая на морозе. Свобода. Можно все. И вот эта вспышка — самый дорогой момент месяца. Потому что через неделю от нее не останется ничего, кроме легкой тошноты при взгляде на баланс. Ты не транжира, ты не дурак. Просто никто не показал тебе, что между «деньги пришли» и «деньги ушли» есть невидимый зазор, в котором все и решается. Люди, у которых деньги есть, живут в этом зазоре. Остальные пролетают его за секунду. Это не про жадность и не про доход. Услышь это. Это про 6 конкретных вещей, которые мозг одних людей делает на автомате, а мозг других не делает вообще. И хорошая новость. Этому можно научить любой мозг. Но прежде чем я дам практики, нужно увидеть сами привычки. Поехали сверху вниз. Привычка 6. Они убрали деньги из зоны силы воли. Самое простое и самое недооцененное. Человек, у которого деньги есть, почти не принимает решений о деньгах. Звучит парадоксально? Смотри. Откладывание у него происходит само, в день зарплаты, автоматически, до того, как он вообще увидел сумму на руках. Он не сидит в конце месяца, не подсчитывает, не борется с собой, не уговаривает себя: ну ладно, в этот раз отложу. Он один раз настроил и больше не воюет. Здесь работает то, что психолог Рой Баумайстер называл истощением эго. Сила воли — это не характер, это ресурс, и он заканчивается, как заряд батареи. Каждое решение потратить или нет откусывает кусок. К вечеру, после сотни выборов за день, у тебя просто не остается заряда сказать себе «нет». Поэтому тот, кто полагается на дисциплину, всегда проигрывает. А тот, кто убрал решение из уравнения, побеждает, не напрягаясь. Запомни это слово. Автоматизм. Мы к нему вернемся в практиках. Но это самый легкий уровень. Дальше будет то, в чем узнать себя уже неприятно. Привычка 5. Они держат паузу между импульсом и тратой. Ты видишь вещь, внутри вспыхивает «хочу», и рука уже тянется к карте. Между «хочу» и «купил» у большинства людей 0 секунд. У человека с деньгами там стоит пауза. Маленькая. Иногда всего на один вдох. Но в этом вдохе все. Знаешь, что происходит в мозге в момент «хочу»? Включается дофаминовая система, та же, что отвечает за предвкушение. И вот что коварно. Пик удовольствия приходится не на момент покупки, а на момент желания. Ты уже получил почти весь кайф еще до того, как заплатил. Сама покупка часто разочаровывает. Человек, который умеет ждать, ловит этот механизм за хвост. Он говорит себе: подожду сутки. И в 9 случаях из 10 желание просто растворяется, потому что дофамин схлынул, а вещь была не нужна. Не сила воли, знание собственной химии. Привычка 4. Они считают не в деньгах, а во времени. Вот тонкий сдвиг, который меняет все. Обычный человек смотрит на цену и видит число: 5000, 15 тысяч. Человек с деньгами смотрит на ту же цену и видит другое: сколько часов своей жизни он на это отдаст. Не «эта вещь стоит 15 тысяч», а «эта вещь стоит 2 дня моей жизни, которые я больше никогда не верну».
Эту оптику подробно разбирают в книге «Ваши деньги или ваша жизнь». Там деньги прямо называются застывшей жизненной энергией. Ты меняешь часы своего дыхания на цифры на ценнике. И когда ты начинаешь видеть цену во времени, происходит странное. Половина покупок отваливается сама. Потому что одно дело отдать 15 тысяч, и совсем другое — отдать 2 дня, которых у тебя и так мало. А теперь приготовься, потому что следующие 3 привычки уже не про кошелек, они про то, кто ты внутри. И тут начинается темная сторона. Привычка 3. Они проектируют среду, они воюют с собой. Запомнил мысль из 6-й привычки про силу воли? Сейчас она углубится. Человек, у которого деньги есть, давно понял простую вещь. Побеждает не тот, кто сильнее борется с соблазном, а тот, кто убрал соблазн с глаз. Он не держит приложение магазинов на главном экране. Он не привязывает карту к маркетплейсу в один клик. Он не ходит просто посмотреть. В книге «Сила привычки» описана петля. Сигнал, рутина, награда. Сигнал запускает все. Баннер, иконка, пуш-уведомления со скидкой. Это сигналы, на которые мозг реагирует раньше, чем ты успел подумать. Люди с деньгами не борются с петлей силой. Они вырезают сигнал. Нет иконки, нет импульса, нет траты. Они не сильнее тебя. Они умнее устроили пространство вокруг. И в этом весь фокус. Они изменили не себя. Они изменили среду, и среда сделала их богаче. Но вот мы подходим к 2 последним. И они уже не про деньги вообще. Они про твою ценность как человека. Останься. Привычка 2. Они отвязали самооценку от цифры на счете. Скажи честно, когда на счете пусто, каким ты себя чувствуешь? Не бедным, а каким? Большинство людей в этот момент чувствуют себя ничтожными. Пустой счет превращается в приговор себе. Я неудачник, я ничего не стою. А когда денег много, вырастают крылья, чувство собственной значимости раздувается. И вот здесь спрятана ловушка, в которую попадает почти каждый. Если твоя ценность скачет вместе с балансом, ты никогда не будешь принимать спокойных решений о деньгах. Ты будешь тратить, чтобы почувствовать себя кем-то. Покупать вещи, которые на самом деле покупают не вещь, а ощущение «я чего-то стою». Психолог Карл Роджерс называл это условным самопринятием, когда ты позволяешь себе быть нормальным только при выполнении условия. У большинства это условия деньги, статус, цифры. Человек с устойчивыми финансами носит свою ценность отдельно от счета. Счет пуст, он все еще он. Счет полон, он все еще он. И именно поэтому деньги перестают быть способом залатать дыру внутри. А дыру, которую затыкают покупками, не заполнить ничем и никогда. Услышь-ка, прежде чем пойдем в финал. Пока деньги латают самооценку, их всегда будет не хватать. Всегда. Привычка 1. Они не доказывают деньгами свою ценность другим. Вот мы и пришли. Это та самая, ради которой стоило досмотреть. И тут речь уже не о тебе наедине с собой. Речь о тебе среди других людей. О тех, кто тебе дорог. Большая часть денег, которые утекают сквозь пальцы, утекает не на тебя. Они утекают на чужой взгляд. На то, чтобы не выглядеть хуже. Чтобы оплатить счет за всех и почувствовать себя нужным. Чтобы подарить дороже, чем можешь, и увидеть в чужих глазах одобрение. Чтобы машина, телефон, ремонт говорили за тебя то, что ты сам в себе боишься не найти. Ты тратишь не деньги. Ты покупаешь право быть принятым. Брене Браун годами изучала стыд и пришла к жесткому выводу. За бесконечной гонкой быть достаточным почти всегда стоит страх, что без этих внешних доказательств тебя не будут любить. И вот парадокс, ради которого все это видео. Чем сильнее ты доказываешь деньгами свою ценность другим, тем меньше у тебя остается денег. И тем меньше тебя на самом деле видят. Потому что видят купюры, а не тебя. Человек, у которого деньги есть, давно перестал оплачивать чужое одобрение. Он не должен никому ничего доказывать. И отпустив это, он перестал сливать на других самое дорогое, что у него было. Не деньги, себя. Услышь это до конца. Самые большие дыры в твоем бюджете — это не кофе по утрам и не спонтанные покупки. Это места, где ты пытаешься купить любовь, уважение и принятие. А они не продаются. Теперь, что с этим делать? Не теория, а руки. 1. Сегодня же, в ближайшие 10 минут, настрой автоматический перевод. Пусть в день зарплаты сумма уходит на отдельный счет сама, до того, как ты ее увидишь. Любая, даже маленькая. Ты убираешь деньги из зоны силы воли, и мозг перестает воевать с собой каждый месяц. 2.
Введи правило одного дня. Все дороже определенной суммы ждет 24 часа. Не запрет, а пауза. За сутки дофаминовая волна схлынет, и ты увидишь, нужна ли вещь на самом деле, или это был просто всплеск. Третье. Сегодня убери с главного экрана телефона все приложения магазинов и отвяжи карту от автозаполнения. Один раз вырезаешь сигнал, и десятки будущих импульсов не случатся вообще. Ты меняешь не себя, ты меняешь среду. Четвертое и самое важное. Возьми последние 5 крупных трат и напротив каждой честно напиши: это было для меня или для чужого взгляда. Не суди себя, просто увидь. Этот прием из когнитивной терапии называется реструктуризацией. Ты вытаскиваешь автоматический шаблон на свет, и увиденный он теряет власть. Мозг не может бессознательно повторять то, что ты сделал осознанным. Скажи мне в комментариях, был ли у тебя момент, когда ты впервые понял, что покупаешь не вещь, а чью-то одобрение? Что это было? Расскажи. Твоя история может что-то открыть тому, кто читает. Это был Миша. Увидимся послезавтра.